Мир может получить шанс остановить Путина, но хватит ли смелости на жесткий шаг? Глава офиса Зеленского удивил заявлением. Граждане какой страны чаще всего попадают в плен в Украине? И почему? Ответы вас точно удивят. Масштабный теракт готовят 2 европейские страны. Они готовы рискнуть экологией континента, только бы подставить противника. Мир замер в ожидании. Очевидное и невероятное, то, о чем шептали и не могли поверить. Русский мир в Беларуси. Что произошло? Расскажем детали. Еще одна страна попала в немилость Трампу. Кто пошел против президента и что начинается теперь? Эти и другие самые главные события. Утро вторника, 5 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин готов ко встрече, и в Кремле начинают готовиться. Москва снова делает вид, что хочет переговоров. Дмитрий Песков на брифинге заявляет, что Путин якобы не против личной встречи с Владимиром Зеленским. Но, как водится, не все так просто. Сначала, мол, нужны необходимые работы на экспертном уровне. Это была цитата. Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. И хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние. Звучит как приглашение, но по факту очередная уловка. Формально Москва будто бы готова к диалогу, а на деле снова выдвигает условия, чтобы затянуть процесс. Никаких конкретных шагов и снова никаких гарантий. На заявление путинского глашатая ответил глава офиса украинского президента. Заявление Пескова о возможной встрече выглядит как очередная затяжка времени, потому что в ней нет никакой конкретики. Если вопрос только в подготовке, это точно не к нам. Мы готовы хоть сейчас, а вот бесконечно не исключаем без конкретной даты неприемлемо. План готов, его уже передали союзникам. Вопрос один. Кто решится нажать на все рычаги и когда? Андрей Ермак, правая рука Зеленского, вышел с громкой колонкой в The Washington Post и не просто с речами о мире, а с четким сигналом. Хватит играть в санкции понарошку. Если хотите закончить войну, пора душить Россию по-настоящему. Ермак благодарит Трампа за его позицию «мир через силу» и подчеркивает, только сила спасла Украину, а значит, время дипломатии истекло. Теперь жесткая блокада, удары по экономике, финансы в клочья, порты на замок, Газпромбанк в темноту и ни одного обходного пути. Ключевые корпорации, такие как Росатом и Роскосмос, больше не маскируются под гражданские. Это военные монстры Кремля, и они должны быть полностью изолированы от Запада. Через Китай и Центральную Азию в Россию текут микрочипы, электроника, деньги. Украина требует вводить вторичные санкции против всех, кто в этом участвует. Даже криптобиржи попали в список целей. На оккупированных территориях сухой закон, не без алкоголя, воды не будет. Ситуация с водой выходит из-под контроля, график подачи катастрофический. В Донецке и Макеевке раз в 3 дня, в Янакиево раз в 4, в Мариуполе через день. И это на фоне жары, обстрелов и разрушенной инфраструктуры. Пушилин лично доложил Путину: водопровод не справляется, резервуары истощаются, а утечки до 60% от всей воды. По вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставляло через канал Северская Донец-Донбасс. Мы добирали до 50%, до половины от необходимого количества резервного водохранилища. Коммунальщики устраняют сотни прорывов каждую неделю. На пике до 2000 аварий. Сети разрушаются, ресурсы вымываются. Ситуация на грани коллапса. Источники водоснабжения – это жалкие остатки внутренних хранилищ. Волынцевская, Углегорская, Грабовская. Вода из них доходит не до всех и не всегда. Потери по пути чудовищные. Кремль знает, но делать ничего не спешит. Люди на захваченной территории – заложники не только войны, но и водной блокады.
Шокирующая статистика. По данным проекта «Хочу жить», наибольшее число иностранных наемников, взятых в плен в Украине, из Узбекистана. Россия заманивает узбекистанцев работой, обещаниями высоких зарплат, стройкой или службой в тылу. Но в реальности это прямая дорога на фронт под украинские снаряды. Особенно активно, по данным проекта, вербуют мигрантов и заключенных. Тем, кто недавно получил российское гражданство, угрожают его аннулированием. Остальных просто шантажируют. От наших источников ВС РФ мы получаем данные обо всех, кто подписывает контракт с российской армией. В 2025 году Россия успела завербовать на войну 902 граждан Узбекистана. Россия не торопится включать их в списки на обмен, фактически бросает своих же союзников. В мае 6 узбеков обратились к президенту Мирзиёеву. Помощи так и не дождались. Некоторые из них числятся в розыске на родине по статье за наемничество. И это не просто символическое обвинение. По той же статье уже 95 граждан находятся в розыске. То есть государство формально против, но фактически люди продолжают ехать на фронт. Все это происходит на фоне участившихся дипфейков и фейковой рекламы. В узбекском инфопространстве распространяются ролики с обращениями якобы от известных лиц, которые призывают идти в армию РФ. Это часть целенаправленной пропаганды. Пока одни воюют ракетами, другие вбрасывают сценарии. Но чем громче Москва кричит о чужих провокациях, тем больше выглядит так, будто нервничает сама. Служба внешней разведки РФ вышла с новым заявлением в стиле шпионского триллера. По версии Москвы, Великобритания якобы готовит диверсию в международных водах с громким экологическим катаклизмом. Цель, по их словам, дискредитировать российские поставки нефти и объявить их угрозой мировому судоходству. Версия Кремля звучит как сюжет из дешевого боевика. Лондон хочет утопить нефтяной танкер, спровоцировать разлив и обвинить Россию. А исполнителем назначена, угадайте кто, Украина. Мол, британцы заметают следы и не хотят светиться сами. Это уже не первая сенсация от СВР. Ранее та же разведка рассказывала о неких кровавых провокациях в Балтике, якобы организованных Лондоном и Киевом ради поднятия боевого духа ВСУ. Снова по версии кремлевских паникеров, Лондон с Киевом работают в паре. Москва и Пекин перешли от слов к демонстрации силы. Корабли, эсминцы, подлодки и даже спасательные суда обеих стран разыгрывают в Японском море сценарии настоящей битвы. Стрельба, ПВО, охота на субмарины и моделирование морских боев. После совместное патрулирование Тихого океана. Китай и Россия отрабатывают координацию, как будто готовятся не к учениям, а к реальному бою. У берегов Владивостока стартовали трехдневные тренировки «Совместное море-2025». И это не просто учение. Мы провели профессиональные дискуссии с российскими военными, техническими специалистами, и обе стороны поделились опытом в области спасательных работ на подводных лодках и подробно обсудили следующий этап учений. Это заложило основу для успешного выполнения последующих миссий. Это все на фоне нарастающего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и торговой войны. Китай уже бьет по Западу экономикой, ограничил экспорт ключевых редкоземельных металлов, без которых останавливаются оборонное производство. Цены растут, сроки срываются, случайность не похожа. В то время как США демонстрируют атомные субмарины, Пекин и Москва отвечают союзом без ограничений. Баланс страха снова в игре, и кажется, моря уже стали частью новой шахматной доски. Белый дом в ярости. Несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести 100% пошлины, Индия продолжает скупать российскую нефть рекордными объемами. Война идет, а Нью-Дели второй по масштабу покупатель сырья у Москвы после Китая. Не останавливаться там не собираются. Президент США очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем по закупкам российской нефти. Это поразительный факт. Индия представляет себя одним из наших ближайших друзей в мире, но не принимает наши продукты.
Цифры говорят сами за себя. До вторжения 100 тысяч баррелей в день, теперь почти 2 миллиона. В июне абсолютный рекорд, причем Нью-Дели закупает нефть дешевле установленного ЕС ценового потолка, формально не нарушая санкций. На все обвинения ответ индийского МИДа один. Цитирую: «У нас стабильное партнерство с Россией». Конец цитаты. Контракты долгосрочные, ситуация глобальная, нефть нужна, правда, расчеты в рупиях. Вашингтон обещает ударить тарифами, но Индия пока стоит на своем. Мир на грани нового торгового конфликта, и Путин получает миллиарды каждый день. Русский мир добрался до Беларуси. Думали, что удастся его избежать, но нет. В Минске снова выступит Олег Газманов, тот самый, который поет, что Беларусь якобы часть его родины и грозится всем, кто обижает наших за границей. Афиши уже появились, а на афишах концерт под названием «Русский мир». Тот самый русский мир, под которым уже горели Буча, Мариуполь и Харьков, сценарий Кремля под музыку. Минск, похоже, не против такого русского мира. Правда, обычно за ним идут танки. Надеемся, тут обойдется. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.